Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл Орешкин и передача «Лучшие реплеи недели». За время летнего отдыха вы прислали очень много реплеев. Честно говоря, мы даже не ожидали такого количества. Поэтому пару выпусков посвятим вашим летним боям. Пусть некоторые из прошлых обновлений, зато уж точно лучшие. И обязательно досмотрите передачу до конца. Старт нового сезона не обошелся без сюрпризов, но не будем забегать вперед и перейдем к разогреву. Есть в этом мире вещи, которые нельзя изменить. Например, цветы в подарок не заменят шубу, бензин не перестанет дорожать, а ВБР будет делать только то, что хочет. Счет 12-12, и в игре остались одни САУ. Наш герой на французской арте успел набить 3 фрага и мчится к вражеской базе. Но победа захватом — это не то, чего ждет рандом. Толпа просит воина. Первый выстрел по М44 без сведения вроде бы не обещал ничего хорошего, но американец отправился в ангар. На другом краю карты вражеская ФВшка пропадает из-за света. Приходится стрелять еще раз и снова без сведения. Ну, британец повержен. Что-то невероятное творится. Наш герой решает брать базу. Звание воина ему уже не нужно. Да и правильно, не стоит так часто испытывать судьбу. Шкала захвата дорастает до 100%, но появляется последний враг. Эх, была не была. Третий к ряду выстрел на удачу и... есть 6 фрагов. ВБР всегда получает то, что хочет. Продолжим разогрев на карте Песчаная река. Здесь ситуация диаметрально противоположная. Су-85Б очень хочет стать воином. В его копилке уже 5 фрагов. Нужен еще один. ПТ мчится за славой, взлет, выстрел и... ничего не получается. Давайте посмотрим еще раз. Су-85Б в прыжке стреляет по неприятелю, но того забирает союзник. А тут еще и привет от арты прилетает. Причем прямо в нашего героя. Мораль боя такова: много хочешь, мало получишь. Закончим веселье вместе с Т-34-1. Этот танк — гордость китайской ветки. А что будет, если две такие машины сойдутся в дуэли 1 на 1? Это как Тайсон против Али, как Рональдо против Месси, как лось против оленя. Даже жаль, что Квас прервал такое шоу. Пусть это останется на его совести. На этом разогрев окончен. Переходим к номинациям. Звание воина недели достается игроку с ником Ваген. Что делать 140-му объекту на Руинберге? Конечно, ехать в малый город. Только с подмогой на этом фланге туговато. На перегруппировке времени нет. Появляется первый гость — Е-75. Ситуация выглядит довольно безрадостно, но совершенно внезапно немец выхватывает аж с 3 стволов. И даже в глазах Т-71 появляется надежда. Добить врага — дело техники. Гостей тем временем все больше, и следующий клиент — француз. Но Бадшат попался какой-то застенчивый, и реализовать преимущество барабана против ловкого 140-го так и не смог, только привлек внимание к несчастному чугунному монстру. Что Т-95 забыл в чистом поле, непонятно, но у него будет время подумать над своим поведением. Тем временем храбрый Т-71 отчаливает. Спасибо тебе, боец. В большом городе все тоже тухло, поэтому нужно что-то решать. Причем как можно скорее. Бадшат очень хотел уехать на перезарядку, но доехал сразу до ангара. Карнарвон тихо умер во сне. 75-й там вообще больше для красоты был. Ну а что он сделает со 140-м лоб в лоб? И тут, конечно, на руку сыграла жадность команды противника. Встали бы все на захват, была бы победа. Но нет, надо же добить, это же дело принципа. Только вот добить не очень получается. ИСУ отправляет последний привет чуду немецкого танкостроения, и объект остается один. Враги наседают со всех сторон, даже ФВ уже приехал. Ему-то чего на захвате не сиделось? Конечно, плюху он выписал солидную, но на хэше надеяться можно, а головой все-таки думать надо. 44-ка остается на десерт. Вы посмотрите, и борщ не поленился приехать. Ну и хорошо, удобнее будет обломки всей этой братьей на свалку вывозить. Остался последний противник. Как говорится, не так страшен тигр, как то, что он уже на 80% базу захватил. Но двигатель цел, пушка цела, снаряды есть, а значит, надо успевать. 90, 95 и сразу выстрел. Остается только добить. Мало ли что, ВБР штука капризная. В итоге
Победа! 13 фрагов, плюс 200 к уважухе, куча медалей и, конечно, звание воина этой недели. Все сразу, все в агену. Поздравляем! Захватчиком этой недели становится игрок с ником Deadly Attraction на MX 13105 AM. Ну вы же понимаете, что просто так арта захватчика не зарабатывает. Секрет в том, чтобы правильно применять общие советы на практике. Вот, казалось бы, арта стоит и стреляет, убивает кого-то, урон наносит. И все артоводы вроде как в курсе, что позицию надо менять, но большинство просто откатывается на 5 метров назад, чтобы по трассеру не всекли. И на этом гениальные тактические решения заканчиваются. Сейчас другой случай. Наш герой не просто квадратики красные на миникарте искал, он анализировал ситуацию весь бой и потихонечку ехал вперед. И это дало свои плоды, ему даже не пришлось в ПТ-режиме встречать гостей с прорванного фланга. К концу боя он уже стоит в кругу захвата. Враги, правда, тоже захватывают, но метод научного тыка в очередной раз подтверждает свою эффективность. Выстрел! Победа! Засветить нашего героя, пока он упорно двигался через всю карту, никто так и не удосужился. Так что он зарабатывает еще и редкую медаль рейдера. Ну и захватчика недели, конечно, с голдой и почестями. Поздравляем! Снайперов недели у нас, как всегда, трое. Начнем с игрока под ником Фета 1979 года рождения на М6. Бой в целом был уже почти выигран, когда наш герой оказался в опасной близости от вражеского Hellcat. Всего один выстрел и М6 в ангаре, но не тут-то было. Hellcat, конечно, из-за света пропал, но не заметить падающие деревья даже из-под слеповатого М6 трудно. Падает одно, другое, делаем поправку, выстрел и готов. Так вот, к чему я это все? Берегите деревья. Следующий снайпер – игрок с ником Мишени на немецкой самоходке. Все уже привыкли, что на Ласвилле ПТ часто встают на краях центрального проезда и накидывают в город вдоль улочек или даже поверх крыш. И многие уже знают, как с этим бороться и лишний раз не подставляются. Но грамотный игрок найдет способ попасть туда, куда обычно даже не пытаются стрелять. И вот результат. Через махонькую дырочку, буквально в 1 пиксель, наш снайпер стреляет и делает -1 и -2. А противники даже не поняли, откуда, собственно, гостинцы. Отличная работа. И, наконец, последний снайпер на этой неделе – игрок с ником Nice Happy на 704-м объекте. В его случае выстрел получился удачным не потому, что ВБР так решил, а потому что сам игрок, во-первых, нашел нестандартный прострел, во-вторых, не спугнул противника лишней пальбой и, в-третьих, стрелял с расчетом. Так что снаряд влетел куда надо. Звание снайпера, которое ты заработал сам, а не получил случайно, почетно вдвойне. Поздравляем! Защитником этой недели становится игрок с ником Саня Т-34 Раша на Батшате. Сам по себе этот бой на Вестфилде сначала ничем не выделялся. Взвод нашего героя работал грамотно и слаженно, но вот остальные союзники, их же хлебом не корми, да и реплейчик для ЛРНа организовать. Решили сливаться, чего уж тут. Противники, наоборот, попались крепкие и местами даже мудрые. И вот Батшат с грустью взглянул на горящий остов своего товарища и остался 1 против 4. Еще и база почти захвачена. Но разве уважающий себя Батшат опустит руки в такой ситуации? Нет, Батшаты проектировались, чтобы тащить рандом в одиночку. Где этот Е-75? За домиком, значит? Хитрый, конечно, но нападение ждал не с той стороны. Захват сбит. Оставаться на виду опасно, но надо добивать и уходить на КД. С одним снарядом много не навоюешь. Наверху засветился Тайп, но при живой арте и спрятавшейся ПТ воевать лоб в лоб нельзя. Надо выманивать. Немного танцев, и все-таки приходится перестреливаться в открытую. Тайп, конечно, не самый серьезный соперник, но арта все обостряет. На этот раз обошлось. Теперь снова надо сбивать захват. Но слишком уж напрягает угроза чемодана прямо в картонную крышу. Перезарядка при каждой удобной возможности – полезная привычка. Теперь надо найти этот сарай с фугасами, что при его размерах, в принципе, не так уж и сложно. Но настоящие трудности только начинаются. Остается 3 снаряда на одну упорную вафлю. Засвет, выстрел, сбил. Еще разок вслепую. Попал. Последний снаряд, засвет и 39 единиц прочности. На ничью? Нет, надо до последнего. Попытка тарана проваливается. Выстрел врага, и вот уже и у нашего героя прочности с гулькин нос. Но терять точно нечего, пришло время ювелирных работ. Времени почти не остается, сейчас немец зарядится и танцы окончены. Но последнего аккуратного тычка как раз хватает, чтобы ПТ развалилась и француз остался жив.
Может, там уже экипаж руками бронелисты держал, чтобы танк не рассыпался, или шлангом от огнетушителя башню к корпусу примотали, не знаю. Но это сработало, а значит, звание защитника недели абсолютно заслужено. Поздравляем! Братьями по оружию на этой неделе становятся два борща – Виталь и Минтик, оба из клана Мафия. Как и положено настоящим мафиози, они работали четко и слаженно и с самого начала этого боя на перевале отправились в центр. Держим дистанцию, чтобы лишний раз не светиться, на всякий случай недалеко от укрытия. Но, как наши герои не старались, остальная команда отдавалась настолько стремительно, что еще и 5 минут не прошло, а счет уже 2-8. Создается ощущение, что из всей команды играют только наши братцы и из 6. Одно хорошо, если противники лезут со всех сторон, за ними не придется далеко ехать. Так что борщи решили методично кататься между флангами и уничтожать все, что шевелится. А что не шевелится, шевелить и уничтожать. Союзные 6 и робкий Т-34-85 заканчивают свои невероятные приключения. Теперь бой придется тащить только нашим героям. Самое главное в таких ситуациях не разделяться и действовать вместе. И наносить урон, и распределять вражеский. По пути к базе борщи забирают последних, хоть немного мобильных противников и остаются против тяжей. По всем расчетам с ледника уже должны подкатывать, так что герои направляются туда. Становится особенно заметно, что как бы хорошо ребята не играли, как бы быстро не реагировали, лихой снаряд нет-нет, да и подпортит прочность, а ее уже немного. Бой все больше похож на игры, где нужно непрерывно убивать волны монстров. И один из них все-таки успевает добить полуживого борща. Обидчика настигает скорая месть, но сзади успевает выскочить еще один. Не дать не взять, финальный босс. Больше 1000 прочности, огромное желание не дать братьям-борщам заветную победу и жадность. Почему жадность? Потому что не стоило так необдуманно гнаться за самоходкой, которая уже наколотила 5 фрагов. А на взвод так и вовсе 12. Наш герой находит удачное укрытие, но последний бронебойный уходит в молоко. Остается 12 фугасов на вполне еще бодрого КВ-3. Начинаются напряженные танцы вокруг камня. Кто же первый ошибется? КВ выезжает слишком далеко и тут же лишается гусеницы. Начинается соревнование перезарядки и ремонта. И вроде бы у тяжа даже получается выскользнуть из мертвой хватки. Но нет, борщ неумолим. 9 фугасов и одной ошибки хватило, чтобы оставить КВ-3 дымиться за камнем. А борщи получают заслуженное золото и звание братьев по оружию этой недели. Ну и, конечно, уважение всех мафиози в World of Tanks. Поздравляем! Ну и на этом у меня все. Вернее, почти все. Вы уже заметили, что рубрики «Лучший реплей» не было. Все потому, что теперь лучший реплей определяете вы честным голосованием. Все подробности тут, в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь и голосуйте. Ну и не забывайте подписываться на наш новый канал ВГТВ, на котором вы смотрите это видео. Ну и на этом теперь точно все. Всем спасибо, всем пока.